Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, система формирования действия. В данной структуре моего учения я показываю, каким образом следует в элементе управления через свое сознание формировать действие так же, как формирует Бог свое следующее действие. И при этом, когда вы что-либо воспринимаете через структуру своего сознания, то получается, что нужно, чтобы в вашем сознании отражалась та реальность, которую вы хотите реализовать. То есть фактически речь идет о том, что вы, в общем-то, воспринимая какую-то информацию текущей реальности, в том числе физической реальности, должны в реальном времени уметь ее видоизменять в структуру управления. Как делает Бог? Он сначала, например, делает, но одновременно же он достигает желаемого действия. То есть получается, для него действие и результат, который он хочет реализовать, это одно и то же действие, по сути-то. И получается, система формирования действия с точки зрения данной системы, значит, это есть управление, когда вот именно подход к системе формирования действия формирует практически одновременно и уровень формирования действий. То есть вы можете формировать как на уровне души, если вы делаете управление душой, подход душой, либо вы можете формировать духом, если вы, например, действуете духом. Но в данной системе важное достаточно значение, во многом даже принципиально, имеет значение то, что вы формируете, как правило, действия на уровне практически понятий и души, если вы, например, рассматриваете действие души, исходящее из вашего физического тела, то есть свет души. Душа, находясь в физическом теле, реализовывает свет, который действует и формирует действие. Но при этом вы можете формировать структуру управления, когда дух, который окружает ваше физическое тело, взаимодействует с душой в уровне вашего физического тела. Ваше физическое тело — это и есть действие. Это для того, чтобы, например, излечиться, нужно всего лишь навсего настолько сконцентрировать душу и дух и одновременно перевести фокус оптически тела на два таких действия души и духа, так, чтобы тело стало здоровым. То есть получается, что ваше желание, то есть действие души, духа и уже далее тела, это есть реализация желания, то есть тело становится здоровым. В данном случае это больше напоминает принцип волевого управления. Но при этом такого волевого, когда, например, ваш взор, вы куда-то физическим зрением, например, смотрите, и при этом вы хотите, чтобы в рамках вашего просмотра вы получили управление. То есть ваш взор — это и есть элемент управления, так же, как и вы — это и есть уровень управления. То есть вы себя осознаете как определенный уровень управления. Тогда получается, что для того, чтобы вы имели, например, равный уровень доступа к любым событиям, то есть в принципе ведь задача состоит в том, чтобы иметь уровень одинакового доступа даже к тем событиям, которые, например, в данном контексте действия не выявлены. Ведь Бог устроил мир так, что если вы какое-то локальное действие, предположим, выявляете, то получается все равно вы должны полностью контролировать все внешние процессы. И чем точнее вы контролируете внешний процесс, тем точнее вы реализовываете локальное действие. То есть получается многорычаговый принцип действия на конкретную проблему. То есть формально это, в общем-то, означает волевой захват структуры собственной личности, всех внешних элементов управления, и через эти элементы вы получаете внешнее управление по отношению, например, к своему действию. И получается, что вы, с одной стороны, сосредотачиваете внимание на конкретном элементе управления, а с другой стороны, вы, не допуская развития этого элемента в ненужный вам статус, вы формируете такое действие, что вы сразу же получаете нужное действие в импульсе одного уровня управления. То есть фактически речь идет о том, что вы практически реализовываете, по логике, такой уровень управления, когда вы получаете события, которые контролируете на каждом элементе развития данного события.
То есть для вас действие и реализация событий — это одно и то же. Формирование действия, система формирования действия и конечный уровень действия — это одно и то же. То есть вот граница управления, как бы, да, это есть уровень, который вы не преодолеваете и держите постоянно на уровне волевой концентрации сознания. То есть ваше сознание настолько сильно сконцентрировано, что вы не применяете никаких других элементов, кроме, получается, концентрации зоны видимости. Вот вам нужно, чтобы, например, восстановить, если пришлось вам какой-то процесс дальнейшего действия события, предположим, вам нужно восстановить уровень здоровья, и вам нужно действовать так, чтобы событийный уровень, как бы следующий, рядом стоящего события, был также в уровне управления, и вам нужно, предположим, сделать так, чтобы сам уровень управления был, ну, как бы центральный, да, в рамках нормы и все промежуточные системы, то получается, вам нужно построить как бы узловую систему действия, которая регулирует все процессы как бы внешние. Но проще всего регулировать процессы внешние внутри себя. То есть если мы зададимся вопросом, откуда вообще произошла воля человека, то есть каким образом волевое управление приводит к норме, да, если там сильно концентрироваться и волевым уровнем, там, предположим, делать управление в какой-то конкретной системе, то получается, что волевое управление — это есть уровень, который исходит как от воли Бога, ибо чем точнее человек знает волю Божью, тем он точнее, да, реализует собственную волю, получается, в волевом действии. То есть, получается, это синхронизация с волей Бога, там, где действие и результат — это одно и то же. А для Бога реализация воли — это уровень его полной свободы, ведь Бог, он изначально всегда свободен, следовательно, его личное действие в каком-то аспекте управления — это есть уровень его все-таки полной свободы. То есть для него воля и действие, и, например, свобода действия — это одно и то же в его понимании. Ибо каждое его действие — это его признак свободной воли. И поэтому, когда мы рассматриваем уровень, предположим, тот, что отсутствие, например, разрушения, да, в какой-то системе есть воля проявления Бога, то уровень деструкции — это уровень, когда Бог позволяет действовать другим, но которые, например, да, в данный момент не понимают структуру божественного развития. То есть они, например, могут как-то разрушать. То получается, Бог охватывает знанием и эти системы, но как бы с внутренней, с корневой системы управления. То есть он закладывает в действие их следующий статус обучения. Ну вот отсюда возникли различные системы там, по как бы кармическому уровню образования, да, человека, когда человек нарабатывает опыт и что-то там отрабатывает. То есть здесь ситуация именно управления заключается в том, что Бог вкладывает реализованное созидательное действие в любой статус изначально. То есть если взять и просмотреть статус некого разрушительного действия, да, некой разрушительной среды, то внутри этой среды существует всегда статус божественно изначально созидательного действия. Но, правда, он может существовать вне системы данной среды, а как бы над системой, как управляющий статус, но который, например, еще не дошел до данной среды. То есть среда не получила нужный уровень, да, образования. Получается, что или нужный уровень управления. Получается, когда мы начинаем понимать вот этот смысл волевого действия, что есть волепроявление, то получается, что воля — это есть как локальный уровень управления конкретным событием, так и уровень общего охвата всех событий посредством все-таки какого-то, ну что ли, внутреннего состояния человека, да, или даже состояния организма, состояния организма. И когда вы, например, начинаете проявлять такой признак воли, то получается, что ваш организм участвует на всех уровнях, на уровне волевой концентрации как сознания, так и тела, в уровне реализации действия, по сути, все-таки Бога. Потому что воля проявления в созидательном аспекте — это и есть воля Бога, в понятийном, что ли, да, смысле. И получается, что когда вы начинаете синхронизироваться так, то вы видите, как устроено, в принципе, что ли, волевой концентрацией физическое тело Бога. Потому что когда вы начинаете задумываться, что есть признак воли с точки зрения, да, вашего восприятия, то здесь получается, что это есть прежде всего признак осознания физического тела Бога как признак общей воли, ну что ли, проявленной во всех аспектах мироздания.
а значит, эта воля очень концентрированная. Да? То есть, получается, физическое тело Бога в каком-то аспекте восприятия имеет сверхволевую концентрацию по отношению к другим объектам информации. То есть, как бы принцип сверхдействия. И этот принцип, он исходит из его собственного статуса. То есть, тело физического Бога как-то себя осознает. Когда вы, например, начинаете данный принцип рассматривать с точки зрения глаз человека, да, зрения человека, души человека, то получается, что в принципе на самом-то деле по человеческому статусу особых различий нет. То есть физическое тело Бога, оно должно быть, скажем так, максимально человечным, то есть оно должно понимать все человеческие уровни, чтобы охватить всю информацию, и одновременно должно иметь в действии сверхконцентрацию. И вот когда действие Бога замыкается на конечном уровне, то получается, что Бог всегда самого создает самого себя, свое физическое тело. И вот это действие, просто направленное к другим, дает их правильное развитие. То есть он что делает, получается, скажем так, да, в отличие от человека, который должен данному действию научиться? Он просто-навсего элемент своего создания показывает другим. И за счет того, что элемент создания — это есть все-таки концентрация, да, это есть его собственная воля, выраженная в собственном создании, то ему не обязательно, например, контролировать все внешние события, ему достаточно в душе себе, в общем-то, создать уровень какого-то элемента проявления или создания, или себя просто создать в какой-то элемент времени. И время, проявленное в волевых уровнях других людей, то есть время как волевой аспект. Ведь человек может, в принципе, воспринимать время как волю Бога. Вот, например, Бог назначил некое время, да, для совершения событий. Но по сути это время — это есть волевой аспект. Человек сам ввел часы. И, например, он может вообще просто, не реагируя на время, воспринимать события как элемент, связанный с его собственной жизнью. То есть вот он родился, он что-то делал, если абстрагировать, что в это время шли часы, то получается, он может сравнивать события только с точки зрения событий собственной жизни. Причем таких как бы событий как внутренних, так и внешних. То есть время для человека — это одновременно и внутренние, и внешние события в этом случае. Если он исключает элемент времени, как бы определения социального статуса событий. То есть время как норма всех внешних, да, событий социальных. Точно так Бог определяет время как структуру собственного, да, развития. Если, например, мы посмотрим с точки зрения Бога на все галактики и его личное действие в проявлении всего мира, то здесь же речь о таком времени, как бы в человеческом понимании, не стоит. У него стоит просто вопрос о том, как он вообще должен воспринимать все события в рамках, получается, своего, в общем-то, собственного, то есть он должен воспринимать события в рамках собственного развития. И получается, когда мы имеем, например, действие данного уровня времени, то мы можем воспринимать таким образом. Бог, прежде всего, показывает свой собственный статус на уровне, например, проявления, от уровня, что ли, своего действия, да, своего организма. Когда вы воспринимаете какой-то элемент управления, то получается, что вы можете воспринимать как, например, действия, идущие от вас, то есть в элементе как бы связи действия вашего и действия внешнего. Но также вы можете воспринимать действия таким образом, что вы, например, все-таки регулируете свои собственные события. Например, вам нужно кого-то излечить, да, восстановить свой организм, тогда вы можете видеть развитие организма просто как бы в системе внутреннего восприятия. Тогда получается, что ваше действие — это есть, по сути, в общем-то, действие, которое вы определяете как структуру самопознания. То есть стоит только как бы ограничить действие как бы элементом собственного саморегулирования, то вы получаете, что ваше действие — это есть действие вашего уровня развития. То есть, например, вы их или реально рассматриваете только действия в своей, у вас нет понятия. Тогда вы говорите, что вы, например, получать данные таким образом, что вы сначала узнаете, например, что произошло, например, в вашего сердца, каким образом вы отреагировали на внешнюю какую-то, например, среду, каким образом вы совершили какое-то, предположим,
действие, предположим, ну, не обязательно может быть оно внешнее, да, например, если вы начинаете делать управление таким образом, что ваши события строятся так, что вы их видите как бы внутренним взором, так как если бы вот видел Бог, да, во вневременном аспекте управления, то вы получаете, что вот контекст именно вечного развития ваших событий — это прежде всего уровень того, что вы можете рассмотреть, предположим, статус вашего действия таким образом, что вы видите глазами Бога, как вообще события ваши с точки зрения Бога развиваются. Ну, то есть то, что сейчас я делаю, я просто-навсего вывожу ваше действие во вневременной аспект и стараюсь показать с точки зрения Бога, как ваши действия, вообще говоря, выглядят, там, где нет социальных как бы связей, да, там, где нет элементов, предположим, управления через элемент восприятия событий, как, например, это делается в структуре временного восприятия. То есть, если стоит вопрос, каким образом сделать, например, восприятие человека, если мы хотим, предположим, ну, как-то связать линию и внутреннюю, что ли, линию событий этого человека, и из этой линии суметь выделить действие спасения. Вот как человек должен спасти весь мир, когда он имеет, ну, например, там, массу каких-то дел, там, массу каких-то событий, и при этом получается, что если данный уровень, например, действия, да, его личного действия, это есть уровень, предположим, и действий Бога, и действий человека, то вот система именно формирования, в общем, здесь получается, что именно формирование больше действия даже Бога, чем человека, выявляется уже самим Богом и преподносит человеку. То есть там, где идет синтез действия и Бога, и человека, мы можем видеть следующий статус как бы развития личности человека. Когда мы это видим, мы можем определить тогда уже любую микроструктуру или там макроструктуру возле человека, или там микроструктуру внутри человека. То есть фактически мы открываем доступ к человеку и к системе управления действием человека в условиях, когда он, конечно, сам согласен. То есть если мы такой уровень находим, это уровень все-таки вневременной, там, где реализовывается система действия, получается, что мы вполне можем здесь выделить отдельную клетку человека, причем выделить так, что эта клетка как бы она висит в пространстве восприятия, и вокруг этой клетки существует уровень управления, который практически очень прост. То есть достаточно тогда волевым действием эту клетку, предположим, там, изъять, да, которая может быть негативная клетка там, или несущая отрицательную информацию, и получается, что дальнейший уровень событий у человека выравнивается, то есть он становится, например, здоровым. Когда вы, например, преподаете знания, связанные с выявлением как бы внутреннего спектра событий или внутреннего уровня действия событийного, то получается, что здесь выявление вот этого как бы клеточного состава, оно таково, что вы начинаете анализировать связи между, например, различными клетками и можете увидеть, как вообще построен организм человека, и передать действие по спасению в структуру только одной клетки, и эта клетка как бы передаст, да, всему организму. То есть безусловная система передачи информации. Образовательная технология, когда улавливается не спектр восприятия и не спектр как бы времени, да, а улавливается только в условиях управления, именно как бы улавливается, то есть улавливается сознанием, что нужно дать как бы во внутренний ход действия человека, во внутреннее развитие человека, чтобы человек понял систему образования и был спасен. То есть элемент, когда человек рассматривается как элемент действия Бога. И когда вы рассматриваете данный уровень образовательный, то вы получаете, что действие, например, Бога, это есть одновременное действие человека, но направленное к Богу. Если вы начинаете данный уровень анализировать дальше, то вы видите, например, почему рождаются, да, дети, сразу же созданные для вечной жизни, потому что это есть синхронное действие, волевое действие Бога и человека, это есть вечный человек, по сути. Ведь Бог изначально вечный, дающий вечное действие. Получается, что ребенок изначально рождается, по сути-то, он сразу же рождается вечным, и он
как раз-таки так изначально как бы формируется в истории информации, так скажем, что у него есть все предпосылки для вечной жизни. То есть есть конкретные системы вечного развития. И если, например, человек на каком-то уровне по этим системам не развивается, то это достаточно просто проследить, если мы знаем как раз-таки внесобытийный контекст развития действий. Ведь самый простой вариант как раз-таки изучить внесобытийный именно аспект действия. Когда мы рассматриваем действие вне события, оно проще изучаемо. Но это можно сравнить с тем, что если мы, например, просто берем и какую-то информацию просто останавливаем, да, и тогда мы можем с этой информацией проще разбираться. И вот если мы ставим задачу просто взять и остановить действие и рассмотреть его со всех сторон, да, как вообще действие создается в истории информации, как вообще оно выглядит с точки зрения Бога, с точки зрения человека, то тогда мы должны выйти в структуру, где действия как бы его и нет. Да? То есть это структура вне событий, вне действия. Но структура вне событий, вне действия — это есть структура, которая является основой для действия, то есть как некая подложка, да, почва для действия, опорная, что ли, плоскость. И дальше, исходя из этого, мы вполне можем сделать так, поставив свои личные задачи. Вот просто сейчас возьмите и поставьте свои личные задачи, постарайтесь эти задачи, значит, вывести в систему как действия, так и в систему вне действия. То есть, например, выделить плоскость, где действия нет, и выделить как бы фазу управления, некую оптическую систему, где это действие происходит. Просто вы его наблюдаете со стороны, как некую систему оптического проявления, причем нейтрального. Не надо закладывать в действие какой-то управляющий элемент изначально. И стоит только нужную систему управления реализовать, то есть вам нужно, например, там, излечить конкретно что-то, да? Вставьте это в систему действия, в систему отсутствия действия, и вы увидите, что происходит процесс реализации. То есть Бог начинает управлять, и вы видите, как управляет действием Бог тогда. И вот здесь начинает происходить элемент управления, где на действие как бы не оказывается никакого управления, как бы система вне действия, сама система действий, а события ваши находятся как в сфере действия, так и в сфере отсутствия действия. Тогда получается, что вы, имея начальный уровень управления, то есть где действие еще отсутствует, да, вы только начинаете действовать, вы имеете динамичную систему во второй как бы сфере, а можно создавать третью там, или десятую, сколько угодно сфер, где результат всего лишь навсего это взаимодействие этих двух сфер. Начало действия и следующее действие. И вот дальше управление становится очень простым. Вы всего лишь навсего берете и не даете окончиться действию. То есть вы как бы искусственно затягиваете время действия. И когда вы начинаете затягивать время действия, это технологически очень простой прием. Из уровня, можно воспринимать как из уровня тела, а лучше из уровня души, который находится в данный момент внутри физического тела. Идет луч, который проходит через сферу начала действия, входит в сферу развития действия, да, а ваше событие, оно здесь внутри. И вы не даете как бы распаковать событию в отрицательном статусе. То есть вы смотрите на событие так, что у вас постоянно статус, который нужен для вас. Либо это излечение, либо это какое-то событие социальное. При этом происходит, конечно, напряжение волевое, да, скажем так, приходится применять волю, но в этом управлении как раз-таки волевой аспект, он очень выявлен. Потому что вы фактически держите на волевом уровне практически весь спектр управления в данной системе. Потому что когда вы начинаете работать со структурой организации действия, вы работаете на принципах, где душа, дух, да, и сознание, они очень плотно реализованы, то есть они соединены в плане контроля за действием. Ведь контроль за действием — это не само действие. То есть в данном случае вы вынуждены работать на уровне волевых концентраций, как бы за элементом действия как такового. И когда вы, например, выходите
на уровень именно контроля, и вот это свечение, да, контроля за действием, это есть реализация вашего внутреннего желания. То есть когда вы знаете цель, а цель формируется и душой, и духом, и сознанием в том числе, и, например, там, вашим физическим телом, то получается сформированная цель, свечение цели, да, настолько становится сильным этот уровень в оптике, что вы начинаете в структуру действия уже влиять собственным фактически свечением. То есть вы можете добиться управления только за счет фиксации желаемого события. И при этом вы можете, даже восприняв, например, да, какой-то отрицательный сигнал, сигнал перевести в структуру начала действия, то есть перекинуть как бы в сферу до начала восприятия сигнала таким, в общем-то, искусственным приемом. И заменить управление тем, чтобы сигнал не был реализован. То есть вот эта система, она очень, ну, как бы управляемая, очень проста, что у вас нету неожиданностей тогда. То есть если вы воспринимаете отрицательный сигнал, получается, вы можете его заменить. Вам не нужно строить как бы систему реструктуризации сигнала, да? Вам не нужно попадать в точку фиксации сигнала. То есть у вас в расформировании сигнала в этом случае должно происходить в реальном времени. И тогда получается, что любой элемент событий для вас становится, ну, фактически как бы безопасным. То есть вы можете увидеть какое-то событие так, что безопасным в плане именно том, что вы реализуете положительные действия. Может быть, событие не опасное совершенно, а просто технология вот вашего управления такова, что вы при этом волевой аспект управления делаете спокойно. То есть получается, что стоит только задержать, да, внимание, стоит только как бы пролонгацию сделать времени в реализации события, и вы получаете, что событие реализовывается так, как вы хотите. То есть при этом вы знаете, что на определенной как бы подложке, да, возможно, существовал статус отрицательного события, но вы эту подложку просто берете и волевым усилием как бы вытесняете из уровня собственного пространства управления. Тогда получается, что вы приходите, вообще говоря, к общемировому действию в этом случае, то есть вы фиксируете внешнюю информацию мира так, как вам нужно в данной ситуации. И такой уровень управления, он таков, что вот этот уровень как бы отрицательного события, он преодолен вашим уровнем, получается, волевым на уровне действия духа, души, сознания, тела. То есть здесь вы используете механизм практически реализации, ну, полностью личности, так скажем. И при этом достижимое действие таково, что вы находитесь в статусе именно логического плана восприятия. То есть вы не выходите на статус, например, информационных систем как бы внешнего плана по отношению к действию. То есть здесь достаточно только лишь концентрировать внимание на каком-то элементе управления, просто как бы переводить отрицательный статус в статус нереализации. Получается, вот эти вот так называемые оставшиеся уже подложки, да, то есть вы сделали действие, и вы получили положительное управление. То есть у вас совершилось то, что вы хотите. Но получается, что вот это так называемая там, да, внешняя подложка, где отрицательное действие где-то же хранилось, то есть отрицательный аспект события где-то существовал, да, раз вы хотя бы косвенно с ним соприкоснулись. Пусть даже в элементе информации. Тогда получается дальше уже проще. Зафиксировав хорошую для вас ситуацию, вы спокойно выходите на уровень уже возможной области отрицательного статуса событий и спокойно уже расформировываете. То есть главное в этой технологии совершить действие, нужное вам. То есть действие, например, да, макроспасения. Действие положительное, там, ну, например, излечение от заболевания, действие достижения какого-то уровня управления. Поэтому здесь волевой принцип, он прежде всего направлен на то, чтобы не зафиксировать отрицательного события. И вот разделение отрицательного события на как бы определенные, что ли, фрагменты заключено здесь в том, что вы, даже имея какую-то предварительную информацию об отрицательном событии, умеете эту информацию вынести вне аспекта действия всего мира. То есть как бы мир реализовался так, что в вашем управлении события нормально, но только вы знаете, что там возможно был бы отрицательный статус.
получается проще работать с локальной информацией, да, как бы с единичным сигналом, чем сигналом, который завязан на весь мир. Если была какая-то диагностика, и диагностика зафиксировала какую-то отрицательную ситуацию, то эта информация попала в структуру всего мира. Но если вы, и вам придется тогда делать много работ, чтобы, да, лечить, проще говоря. А если вы не допустили совершения диагностики отрицательного статуса, но у вас был предварительный фрагмент информации, что, возможно, была такая проблема, да, но вы путем волевого управления, путем реализации действия, так как делает Бог, вывели в структуру, что диагноз все-таки не подтвердился, например, да, то получается, что там, где вы работали с тем, что диагноз не подтвердился, это уже локальная информация, и справиться с ней гораздо проще. Достаточно тогда просто одного небольшого импульса универсального управления, и информация просто расформировывается. Таким образом, здесь в данной конструкции можно применить управление по отношению к любой системе. Ну, например, если мы рассматриваем, предположим, такой аспект, как возможный взрыв, да, АЭС, то здесь волевое управление, оно таково, что в условиях, если это касается большого количества людей, то, например, возможное действие, да, что был, например, возможный взрыв, и вы этого действия не допустили, то получается, что все равно тогда, если это могло коснуться большого количества людей или там затрагивать интересы как бы большей части мира, то здесь все равно вы потом посмотрите в управлении, что нейтрализация вот этого как бы, да, отрицательного действия, это все равно уровень достаточно потом сложный. То есть если вот аспекты явления очень велики, возможного, то отрицательная информация, она имеет все равно достаточно как бы высокий вес, да, в системе информации, даже если только вы восприняли этот элемент управления. Тогда получается действие ваше должно направлено быть на то, чтобы информацию, так скажем, плотной фазы отрицательного статуса суметь разбить на ряд фрагментов, и потом уже можно отработать каждый фрагмент в отдельности. А разбиение происходит очень просто. Вы просто тогда берете, значит, опять же, придаете, например, статус начального уровня действия, то есть, что информация еще не реализовалась. Дальше, логически, если она не реализовалась, то ведь есть уже, как бы переводите через логический уровень управления, что тогда ведь, возможно, бы ее вообще и не было бы, да, этой информации. То есть работает обычная логика восприятия. И дальше уже разбитые на фрагменты, то есть где это могло бы быть, да, возникают какие-то узлы там АЭС. Дальше вы просто их диагностируете в текущем времени, видите, что там нет проблем, и все, информация расформировывается. То есть вы макроинформацию можете разбить через то, что вы делаете просто разбиение на ряд фрагментов. И дальше, если вы хотите, например, передать знания там, большого уровня, да, или там большое количество знаний, передать в отдаленные системы, или там, где, например, есть проблемы с языком в освоении знаний, то тогда вы можете использовать, наоборот, в общем-то, другой принцип, то есть насыщение действий. То есть вы можете таким образом передать информацию, что вы, находясь здесь, да, и говоря, предположим, там, мысленно на русском языке, значит, так активировать действие, что язык становится понятным на уровне информации в любом другом месте, и таким образом вы передаете даже в те системы, где, например, язык там, да, если это русский, то его, может быть, не очень понимают, но тем не менее за счет того, что вы прилагаете именно управление действия к языку как таковому, то есть как к внешней системе управления, вас начинает понимать на уровне, например, там, телепатии. Да? И при этом можно построить такие дистанционные системы образования, то есть давать знания, ну, скажем так, конкретно кому-то, или вы можете, предположим, делать управление такое, что вы получаете не только, например, передачу, да, информации, но вы можете видеть, как человек воспринимает информацию. То есть изучение действия как такового, ну, может быть, даже в философском понятии, хотя я сейчас говорю о прикладном аспекте действия, позволяет увидеть структуру управления так, что вы можете вполне увидеть, каким образом действие организовано всей системой связи. То есть
там, как участвует, например, Бог, как участвуете вы, как участвует каждый человек в формировании действий, и как участвует, например, фракция коллективного сознания. То есть все люди, но проявлены именно в информативной, что ли, системе управления. Тогда вы можете увидеть то, что если вы хотите познать, да, структуру развития собственной души, то есть вы хотите увидеть, что делает ваша душа, достаточно набрать как можно больше информации и действий. То есть вот душа, проявленная человека, наиболее она близка к нему и более познаваема, если вы имеете очень много действий. Вот такой, в общем-то, вариант несколько, в общем-то, парадоксальный, что для того, чтобы познать, скажем, глубокую структуру души в статике, нужно набрать максимальное количество внешнего действия. С точки зрения системы управления действием, системы развития действия, это понятно, что если мы имеем статичную систему, другая максимально развита. Да? А душа как изначальный уровень мира, это значит статичная, то есть спокойная система с точки зрения познания Бога. Получается, что набрав максимальное количество внешних действий, можно рассмотреть состояние души, причем логическим уровнем управления, то есть развить ясновидение. Ведь максимальный уровень развития ясновидения – это смотреть на собственную душу как можно чаще. То есть, чтобы, например, восстановить, скажем, да, уровень дистанционного доступа, ну, проще говоря, иррациональным управляющим видением увидеть какой-то элемент управления, например, вы продиагностировали АЭС, и вам нужно восстановиться. Тогда посмотрите на собственную душу через логическое зрение. Тогда вы увидите, что идет полное восстановление, то есть душа при этом восстанавливает, как сказать, глазами собственного свечения, то есть глазами, которые видит Бог со стороны, как бы, на далеком удалении, где Он формирует все макрофазы мира, то есть Он видит свечение глаз души фактически для Него. Ведь для Бога глаза человека, физические глаза и глаза души человека по подобию это одно и то же. У Бога это одно и то же. У Него физическое зрение и глаза души это одно и то же. И поэтому именно в действии это проявлено в основном. И получается, что ведь когда Он смотрит, Он видит мир так, как Он его сделал, и так, как Он видит глазами. То есть это для Него также одно и то же. Получается, что когда вы начинаете, например, ставить задачу вечного развития, и для этого нужно, чтобы не было макрокатастроф, нужно, чтобы у вас взор охватывал все элементы, где нет макрокатастроф. Почему вот нужно уметь как бы собирать позитивные созидательные действия волевым уровнем? Потому что чем больше вы в фазе просмотра фактически, да, соберете позитивных действий будущего, тем меньше вероятности, что какое-то отрицательное действие произойдет. Следовательно, один из уровней управления по данной системе – это умение в одном варианте просмотра собрать как можно больше позитивной информации, нужной для вас, для мира, для спасения мира. И получается, что здесь тогда приходится развивать уровень видения реальности, так как реальность устроена. Потому что в этом случае вы сможете действительно реально набрать большое количество знаний, и эти знания, как бы, за счет того, что вы их увидели, они становятся притянутыми фактически к месту управления. А для этого, получается, надо уметь восстановить уровень логического, ясно, например, знания, да? Это значит уровень состояния духа в нормированном плане души. То есть душа как уровень некой подложки, да, для управления, как уровень основы, а получается, что мы можем иметь дух как уровень действия. И когда мы начинаем свое действие, то есть технологически умеем расположить внутри сферы души и внутри сферы духа динамичная система и статичная система, да, например, тогда мы получаем действие Бога, но выраженное вашей личной волей. То есть развитие вашей воли – это и есть воля Бога, но вы это осознаете и контролируете. Вы просто видите, как этот процесс происходит. То есть это, кстати, мощный восстановительный уровень для организма человека. Вот прямо сейчас сделайте такое управление, возьмите событие любое, введите в сферу духа, динамичный уровень, и в сферу души. И посмотрите, как вы начинаете как бы наливаться вот таким волевым усилием управления. Это воля и ваша, и воля Бога. И получается, что когда вы начинаете рассматривать этот уровень управления как уровень вездесущий, ведь воля Бога вездесущая, то вы видите очень четко
где вам нужно доразвить свою систему управления, вот что вам нужно доразвить, чтобы вы имели практически, ну, безусловно, какой-то бесконечный доступ. То есть здесь очень четко сразу прослеживается, чему нужно научиться. Вот если у человека есть задача, например, понять, вот что вообще дальше изучать, тогда достаточно свое волевое усилие выделить в отношении волевого проявления Бога по отношению, например, к задаче вашей и вашего действия. Тогда, получается, очень четко видны координаты образовательные, то есть что нужно довести до уровня управления. И тогда вы видите, что разделение, например, да, на статику и на динамику — это все-таки процесс динамичный с точки зрения Бога. То есть как Бог организовывал мир в этом случае. Что там, где процесс еще не стабилизирован, то есть там, где нужно, например, да, доучиться, так скажем, это есть процесс действия, да, развития, а там, где уже известно, что нужно делать, это процесс реализации Бога. Значит, любое действие стремится к Богу. Логически это понятно. И здесь, если вы, например, в этом аспекте начинаете вставлять свой, то есть выявляете линии, да, в своем восприятии, просто берете и ставите свой организм. Просто видите себя и вставляете свое как бы физическое тело, душу, дух, сознание, то вы имеете очень мощный восстановительный статус, исходящий, вообще говоря, от вас, но идущий к Богу, да, в развитии Бога, и вы себя восстанавливаете сразу же в аспектах и души, и духа, и сознания, и тела, и, вообще говоря, всех параметров личности. И ваши события нормируются. То есть вот стоит только выявить внутренний статус действия, получается, да, направленный к Богу, вы себя очень сильно восстанавливаете этим действием. Когда вы начинаете видеть этот процесс как бы извне, да, то вы видите, что вы можете вполне уже видеть себя как личность, которая развивается в бесконечности. Ведь структура управления, она наиболее устойчива, если вы себя осознаете личностью вечной, бесконечной, развивающейся. Вечная личность — это есть все, что вечно, да, это одно понятие. Бесконечно развивающаяся личность — личность, которая видит свое бесконечное развитие. И взаимодействие вечности и бесконечности в вашем собственном восприятии в рамках единой личности — это есть уровень, где Бог проявлен как структура формирования и вечности, и бесконечности. То есть формирование действия и формирование статики — это и есть Бог в любом случае. Тогда вы понимаете, что любой аспект вашей личности, он выражен в Боге фактически. То есть вы видите Бога глазами, причем логики понимания процесса. Когда вы начинаете к этому уровню, ну, подбираться как бы с точки зрения технологичности, да, организации какого-то уровня технологий, то получается, что Бог вам дает технологии уже вашим собственным взаимодействием на уровне вашего логического мышления. То, что сейчас я делаю, это вариант просто логического уровня, в том числе развития мышления. И когда вы, например, начинаете рассматривать этот процесс с точки зрения, например, вечного развития, то вы видите, что ваше личное управление — это есть управление, направленное к вам же, но через структуру, когда Бог преобразовывает ваше управление для всех. То есть даже когда вы управляете по отношению, например, к внешней цели управления, ну, казалось бы, там какой-то бизнес-проект, то получается, что вы управляете так, что действия идут к вам же, но, правда, реализованы в действии общемировом. Поэтому понятно, что любое там отрицательное событие или там некое злое послание, да, во внешнюю среду все равно возвращается к вам же через, правда, в преобразованном виде, как бы в рассеянном, в плане как бы общего плана управления. Да. Поэтому смысла проявлять отрицательного действия, получается, нет, ибо действие изначально, значит, например, заложенное как, возможно, деструктивное, все равно выливается к изъявителю данного действия в деструктивном плане. То есть он будет вынужден бороться, да, с самим же собой. И в этом случае получается, вот если проанализировать анализ как бы неких процессов, да, таких, например, патологических заболеваний или каких-то систем, когда события не реализовываются, надо посмотреть, а вот ваш изначальный импульс, насколько он, ну, как бы чист, да, насколько он
оправдан, насколько он просветлен в плане будущих событий. И вот здесь можно контролировать изначальную систему вашего исходящего как бы волевого импульса действия. То есть, если вы, например, находитесь там под влиянием неких событий, вам нужно сместить события, чтобы не было отрицательного статуса для вас, тогда надо просто проследить, что вы в событие вкладываете, что вы вкладываете в действие. То есть понятие действия, есть понятие как бы вложения информации в действие. То есть понятие действия здесь разделено с информацией действия. Это вот колоссально важное преимущество. Вам можно иметь одну и ту же схему действия, как некий там, да, каток, накатанную форму, а туда вкладывать любую информацию. И именно ту, которую вы хотите реализовать. И получается, что форма действия, то есть направленность действия и что вы вкладываете в действие, это разные понятия. Форма — это статика, а вкладывать действие можно, в общем-то, так в какое-то событие, да, что вы можете состоянием души постоянно регулировать позитивность для вас действия. Получается, что разделение на статичную и динамичную формы — это есть уровень, когда состояние вашего тела регулирует все процессы вокруг вас положительным для вас образом. То есть вы можете, например, зафиксироваться на каком-то определенном состоянии и все время вкладывать один и тот же смысл, например, в разные формы. То есть разные события, но смысл один. То есть Бог почему управляет всеми процессами как бы в реальном времени? Потому что здесь достаточно того, что Он отработал правильный уровень внесения действий. То есть Он вкладывает все время правильный смысл в различные формы. И получается, что исходя из этого мы имеем такой, что ли, так скажем, пласт управления, когда вы можете получить управление, идущее, например, к вам, как уровень божественного действия. То есть вы можете увидеть действие Бога по отношению к вам, если вы очень четко знаете свои собственные действия. В мире существует, по сути, два уровня действия: ваше и действие Бога. Если вы свое действие выявляете правильно, да, то действие Бога достаточно понятно. Это просто следующее действие. И когда вы начинаете в этом плане работать, то можно увидеть следующее. Выявив действие Бога, да, в цепи там, или в причинно-следственных системах своих событий будущего, вы очень просто можете свет божественного действия распространить на текущее время и на будущее. То есть достаточно выявить в фрагменте действия более длинного хотя бы одно действие Бога, и дальше нет проблем. Откройте просто, скажем, уровни входа в ваше действие до текущего времени и в будущее, и вы получите правильное управляемое событие. То есть чем больше проявлена структура Бога в ваших действиях, тем вы точнее управляете. А для этого можно сделать очень простую технологическую вещь. То есть взять какое-то событие, например, там, отдаленного будущего, там, 10 лет вперед, 25, или можно не очень отдаленного, выявить в очень простой, как бы комфортной ситуации, не торопясь, выявить структуру Бога, где Он вообще действует, той техникой, именно которую сейчас я дал. То есть выявить действие как таковое, да, разграничить действие от формы, то есть форма разная, а наполнение может быть различное тоже, да, но надо выявить какую-то статичную форму, то есть зафиксируйте какую-то форму одну. Например, через 25 лет растение, значит, для вас это есть форма, предположим, сфера радиусом там, 5 сантиметров. Вы берете и всего лишь навсего наполняете с точки зрения контроля волевого через сознание эту сферу разными понятиями. Например, растение растет, да, растение только вот организовывается. И вы видите, что если наполнить каким-то принципиально другим действием, например, там, что это какой-то другой элемент реальности, то вы очень четко увидите, как Бог начинает прикасаться к этой сфере. То есть Он начинает сразу же нормировать ситуацию, что это есть для вас растение, и вы видите сразу свет Бога. Тогда всего лишь навсего возьмите и распространите свет к себе. То есть возьмите и протяните, да, руку и скажите, чтобы свет пришел к вам сейчас сюда и во все ваши будущие события, там, например, в 50 лет вперед. Тогда вы увидите вот эту сплошную структуру света, и вам становятся понятны ориентиры. То есть следующий уровень управления — как делать.
когда вы совершаете действие, у вас есть путь. И в этом случае у вас, получается, нет проблем. Когда у вас есть путь, вы всегда любое действие, да, получается, делаете правильно. И с точки зрения этой технологии, выявление, да, получается, как бы нити пути через выявление структуры Бога в действии, вы можете вполне, даже, в общем-то, не напрягаясь, да, совершенно спокойно на обычном волевом уровне управления совершать самые различные действия, но зато правильно. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.